Привет, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с методом изготовления самодельного пластика из обычных пластиковых бутылок. Перед тем, как начать нарезку бутылки, я произвожу ее разметку и подготовку нижней части бутылки для установки на станок. Это требуется для того, чтобы исключить возможных перекосов бутылки при ее нарезании. Подготовим станок. Установим на него катушку, на которой будет производиться намотка. И произведем замер бутылки. Так как толщина стенки у бутылок сильно отличается, и даже по одной бутылке, по ее длине, она может быть различной, нам необходимо промерить несколько раз ее толщину стенки, выбрать среднее значение и, уже учитывая это значение, рассчитать ширину той ленты, которую мы будем нарезать из этой бутылки. Я выбрал значение 2,27 как оптимальное значение поперечного сечения и использую его для расчета толщины ленты. Выставляем указанное значение на штангенциркуле и настраиваем устройство реза таким образом, чтобы лента могла пройти между ножом и верхним срезом гайки, имея указанную ширину. Фиксируем значение, устанавливаем бутылку. Первые метры подрезать приходится вручную, так как нам необходимо получить хвостик, который мы в дальнейшем будем использовать для автоматической протяжки. Также необходимо замерить получившуюся ширину для того, чтобы исключить возможные отклонения при установке. Как видно, в данном случае лента получилась слишком широкой. Следовательно, нам требуется ее уменьшить в ширину. Как видно, я затягиваю гайку, и лента становится уже. Производим заправку ленты в катушку. Далее производим запуск станка для намотки. Для корректной намотки нам требуется выбрать правильное направление вращения станка. Благодаря возможности регулировать частоту вращения катушки, мы можем плавно начать процесс реза, так как резкий рывок может привести к изменению настроек режущего устройства, и рез будет неровным. Процесс пошел. Через некоторое время можно наращивать скорость, однако регулярно требуется контролировать ширину ленты, так как на протяжении всей длины толщина стенки бутылки может меняться. Как видно, рез проходит между верхним срезом гайки и ножом. Процесс происходит достаточно бесшумно и быстро. Как видно, к концу ширина ленты сильно уменьшилась, так как толщина стенки бутылки увеличилась.
Заправляем новую катушку и подготавливаем станок к очередному резу. Вот такие вот горлышки остаются. В следующих видео я постараюсь продемонстрировать, как можно использовать эти горлышки в дальнейшем. Итак, заново замеряем толщину стенки бутылки. Вычисляем необходимую ширину ленты, которую мы хотим получить. Выставляем это значение на штангенциркуле и настраиваем устройство реза, таким образом, чтобы там проходила нужная нам ширина. Устанавливаем бутылку и начинаем рез точно так же, как и в прошлый раз. Регулярно контролируем ширину ленты для того, чтобы исключить возможное увеличение ее во время реза. Завершаем очередной рез бутылки и убираем станок до следующего раза. Полученные заготовки мы перемещаем к следующему станку. Как видно, на этом станке мы уже установили одну из катушек, на которую была намотана лента, и производим перемотку ленты для того, чтобы получить пруток, который в дальнейшем будем использовать для печати. Вот в этом блоке происходит нагрев ленты, после чего она проходит через конус. Нагреваясь и проходя через конус, лента превращается в пруток, подходящий для 3D печати. По завершении намотки мы перематываем пруток на катушку, которую в дальнейшем будем устанавливать на 3D принтер. Перемотка производится вручную. Во время перемотки мы можем контролировать качество пластика для того, чтобы исключить возможный брак, который приведет к тому, что во время печати принтер остановится и печать будет прервана. Пластик перемотан. Фиксируем конец в катушке. Далее эту катушку мы можем установить на 3D принтер. Однако ей необходимо некоторое время отлежаться, чтобы она приняла форму катушки, иначе она будет разматываться. Устанавливаем следующую катушку для перемотки. А так выглядит уже установленная на принтер катушка с подготовленным пластиком, и производится печать деталей. Вот так я и произвожу печать деталей из самодельного пластика. Всем спасибо за просмотр.
Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.